Что же на самом деле случилось с Теоном? Почему он вдруг перестал тренироваться на 1,5 месяца? Сегодня вечером Тэхён наконец-то откровенно расскажет о боли, которую он скрывал со времен эры Диониса, о том, как он преодолевал себя в армии, отдавая все силы, пока его тело наконец не сказало «стоп». Но вот чего никто не ожидал. Сообщение Чингука после признания Тэхёна не просто утешило ARMY. Оно практически взорвало интернет. Оставайтесь до конца, потому что история Тэйона, его травма плеча, медленное выздоровление и реакция Чингука может полностью изменить ваше восприятие их обоих. В тот момент, когда Тэхён замолчал, в зале воцарилась тишина. Не на сцене. Не в камерах. В зале. Это невидимое пространство между ним и слушающими, то, которое обычно наполнено смехом, подшучиваниями и легким теплом, замерло. Он попытался улыбнуться. Улыбка не дошла до его глаз. Долгое время он всегда говорил «я в порядке». Даже когда хореография прожигала ему плечи. Даже когда репетиции превращались в бессонные ночи. Даже когда аплодисменты требовали большего, чем могло дать его тело, он продолжал двигаться. Но на этот раз слова прозвучали иначе. Мне пришлось остановиться на 1,5 месяца. Не было никаких драматических звуковых эффектов. Никакого переключения на другой свет прожектора. Просто честность, откровенная, необработанная, немного дрожащая. Он говорил о своем правом плече, том самом, которое так и не простило его полностью. Об эпохе, когда сцена была громче боли. Когда адреналин заглушал все. Когда молодость заставляла его верить в свою непобедимость. Он вспомнил, как в армии он работал усерднее, не потому, что его кто-то заставлял, а потому, что он просто такой человек. Человек, который не умеет отдавать меньше всего. И тут его тело ответило. Не гневом, а предупреждением. Таким, от которого не убежишь. Реабилитация. Медленные утра. Тишина там, где раньше звучала музыка. Осознание того, что силы уже не возвращаются. Осознание того, что время идет вперед, хочешь ты этого или нет. В его голосе, когда он это произнес, была мягкость, мягкость человека, наконец признавшего, что он человек. Где-то в другом месте уже разворачивалась другая история. Потому что признание не закончилось на нем. Чингук услышал это не в заголовках, не в слухах, не в шуме. Он услышал это в усталости между предложениями. Разочарование, скрытое под спокойным тоном. Страх, который никто не хочет признавать. Что, если я больше не смогу быть прежним? На мгновение Чингук перестал быть тем золотым исполнителем, недосягаемой фигурой, на которую все проецируют свою силу. Его выражение лица изменилось так, что все говорилось без слов. Не гнев. Не шок. Что-то более глубокое. Что-то почти защитное. Сначала он замолчал. Затем пришло его сообщение. Это было недолго. Это не было поэтично. Это не было создано ради привлечения внимания. Просто. Прямо. Такое сообщение, которое не нужно публиковать, чтобы оно имело значение. И когда оно появилось, интернет не просто отреагировал, он взорвался. Потому что это было не о жалости. Это было не о драме. Это было то, как он сказал, что Тэйон не отстает. Он наконец-то заботится о человеке, о существовании которого все забывают, пока он находится в центре внимания. Это было то, как он говорил об отдыхе, не как о слабости, а как о мужестве. Это было то, как его слова звучали так, будто он долго их сдерживал. И все же, что-то невысказанное повисло между ними. Что-то тяжелее травмы. Громче, чем аплодисменты. Если преодоление себя создало легенду, что теперь, когда Тэйон наконец-то решил остановиться? Ответ не пришел. Пока нет. Потому что это была не история о прекращении боли.
Это было начало чего-то гораздо более сложного – идентичности, гордости, страха, преданности, невидимого давления ожиданий и того единственного человека, который приблизился, когда весь мир хотел лишь наблюдать издалека. Глава не закончилась уверенностью. Она закончилась тем, что Тэйон на мгновение опустил взгляд, словно прислушиваясь к собственному сердцебиению, а Чингук посмотрел на него так, словно говорил, не произнося ни слова: «Чтобы не сломалось, мы восстановим». Первая волна началась не с фанатов. Она началась с тишины. Не со спокойной, а с напряженной паузы перед громом. Тэйон закончил говорить, и где-то в этой тишине уже было принято решение. Он больше не собирался притворяться. Больше никаких «я в порядке». Больше никаких улыбок сквозь боль, словно это часть костюма. Но мир не умеет принимать честность. Поэтому он начал искать что-то другое, реакцию. И он нашел Чингука. Он наблюдал за тем же моментом, что и все остальные, не как кумир рядом, не как исполнитель, делящий с ним сцену, а как человек, который стоял достаточно близко, чтобы увидеть, как на самом деле выглядит истощение. Беспокойное постукивание пальцами. Небольшие растяжки, которые он делает, когда думает, что никто не обращает внимания. То, как он вращает плечом, словно пытаясь заставить его слушаться. Он знал это задолго до того, как кто-то сказал это вслух. Вот почему его сообщение не прозвучало удивленно. Оно прозвучало как личное. Отдых – это не потеря. Отдых – это осознанное решение вернуться как следует. Никаких фейерверков. Никаких драматических признаний. И все же эти слова пронеслись по миллионам экранов, словно предназначались для всех, и только для одного человека одновременно. Тэйон просто смотрел на них. На мгновение он рассмеялся, так, как смеются люди, когда эмоции нахлынули слишком быстро, чтобы их контролировать. Негромко. Просто тепло. С легким недоверием. Потому что вот Чингук, тот, кто до изнеможения работает до самого рассвета и все еще спрашивает, достаточно ли он сделал, и говорит ему, чтобы он сбавил обороты. За этими несколькими словами скрывалась правда, которую Чингук не произнес вслух. Он тоже боялся. Боялся увидеть, как кто-то, кто ему дорог, исчезнет за решимостью. Боялся увидеть, как он променяет здоровье на аплодисменты. Боялся, потому что узнал этот путь. Это был тот самый путь, по которому он сам шел слишком много раз. Мир увидел бурю. Заголовки. Реакцию. Но он не увидел момента сразу после. Тэйон он положил трубку. Он не спешил отвечать. Он не стал делать никаких заявлений. Он просто сидел, чувствуя, как спадает тяжесть, не исчезает, а просто меняет форму. Внутри происходило что-то еще. Он начал задумываться о будущем, в котором ему не придется ломать себя ради любви. Эта мысль была ужасающей. Кто такой Тэйон без бесконечных графиков, неустанных репетиций, ожиданий, нагроможденных как горы? Кто он, когда он не преодолевает боль, а прислушивается к ней? Он не был уверен. Возможно, Чингук тоже не был уверен. Но в этой неопределенности жило нечто новое. Не слабость, не поражение, а возможность.